Пряжа Пихорка, северная, зимняя серия. Цвет красный мак. Состав пряжи: 30% ангоры, 30% полутонкой шерсти и 40% акрила. Начинаю набор петель. Фиксирую одну петельку на спице. Дальше беру второй конец спицы, хвостик, ввожу вторую спицу в петельку, захватываю ниточку, протягиваю и надеваю на спицу, не вытаскивая второй спицы из петли. Захватываю еще ниточку, протягиваю, надеваю на спицу, не вытаскивая спицу из петли, снова захватываю ниточку, протягиваю через петлю, надеваю на спицу, не вытаскиваю спицу из петли, снова захватываю ниточку и протягиваю через петельку. И так набираю 76 петель. Набираю 76 петель. На круговых спицах 76 петелек. Первый ряд буду провязывать лицевыми петлями. Первый ряд провязываю лицевыми петлями. Первую петлю снимаю как кромочную и далее провязываю лицевыми петлями до конца ряда. До конца ряда. Довязываю первый ряд, кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. Второй ряд. Все ряды в дальнейшем буду провязывать лицевыми петлями. Первую петлю кромочную снимаю. Дальше делаю прибавление петелькой. После кромочной петли делаю прибавление петелькой. И далее до конца ряда вяжу лицевыми петлями. Не довязывая кромочную петлю, делаю прибавление. Далее вяжу до конца ряда, не довязывая кромочную петлю, сделаю прибавление петелькой. Так, довязываю до конца ряда. Перед кромочной петлей делаю прибавление петелькой. Кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. Далее разворачиваю полотно. Третий ряд провязываю лицевыми петлями. Снимаю кромочную петлю, провязываю прибавочную петлю и далее до конца ряда вяжу лицевыми петлями. Довязываю до конца третьего ряда, прибавочную петельку провязываю лицевой петлей, кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. Разворачиваю. Следующий ряд. Снимаю кромочную петлю,
Делаю прибавочку петелькой. Дальше провязываю до конца ряда лицевыми петлями и перед кромочной петлей делаю прибавку. Провязываю до конца ряда. Приближаюсь к концу ряда. Перед кромочной петлей делаю прибавочку. Кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. Значит, сейчас на круговых спицах 80 петель. Еще раз повторюсь, все ряды я буду провязывать от начала вязания и до конца вязания лицевыми петлями. Дальше провязываю ряд лицевыми петлями. Прибавления делать больше не будем. Провязываю ряд лицевыми петлями. И так до конца ряда. Провязала 5 рядов с прибавлениями по бокам. Далее провязываю 6 и 7 ряды, провязываю лицевыми петлями. 6 и 7 ряды провязываю лицевыми петлями. Провязала 7 рядов. 8 ряд будем провязывать и начинать оформлять петли под пуговицы. Первую петлю снимаю. Далее провязываю следующую, вторую петлю лицевой петлей. Далее третью и четвертую петлю меняю местами. Снимаю на спицу, вот на эту спицу, четвертую петлю. И третью спицу одеваю на левую спицу. Дальше эту петельку возвращаю. И провязываю сразу лицевой петлей. Далее 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Возвращаю петельку вот на эту спицу. Провязываю снова 2 петли вместе лицевой петлей. Возвращаю петлю на спицу. И еще раз. То есть 3 раза я провязала 2 петли вместе лицевой петлей. Дальше петельку аккуратно вот эту снимаю, одеваю на правую спицу петельку с левой спицы и возвращаю вот эту петельку на правую спицу. И снимаю обе петли на левую спицу. Подтягиваю ниточку. И дальше провязываю все петли, дальше до конца ряда лицевыми петлями. До конца 8 ряда провязываю лицевыми петлями. 9 ряд. Провязываю 9 ряд до начала петли. Так, довязала до разреза под пуговицу, до петли. Сейчас я буду набирать 3 петли, которые я закрыла. 3 петельки наберу петлями. Вот таким вот образом. Раз. И плотненько надо ее прижать к спице.
2, плотно-плотно прижать к спице, и 3, плотненько прижать. Дальше за заднюю стеночку провязываю лицевую петельку и изнаночную петлю провязываю, кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. Разворачиваю. 10 ряд, снимаю кромочную петлю, далее все петли провязываю лицевыми петлями до конца ряда. Провязала набранные петли лицевыми петлями. Так, последняя петелька. Далее вот эту петельку я разворачиваю, то есть я за заднюю стеночку провязываю вот таким образом. Ну и дальше вяжу до конца ряда лицевыми петлями. Провязала 10 рядов. Далее следующие 7 рядов провязываю лицевыми петлями. 7 рядов провязываю лицевыми петлями. Значит, 17 рядов провязано. Это стоечка, воротник, стоечка. Дальше нам потребуется 8 маркеров. Так, как будем развешивать маркер? Значит, маркеры. Значит, у нас вот полотно по кругу, вот начало, вот конец. Значит, линия реглана из 2 петель будет состоять. Значит, всего у нас 80 петель. Значит, от начала до линии реглана 15 петель. Линия реглана 2 петли. Значит, рукав идет от одной линии реглана до другой 10 петель. Дальше линия реглана 2 петли. Дальше идет у нас спинка 22 петли. Линия реглана 2 петли. Рукав 10 петель. Линия реглана 2 петли. И половина переда 15 петель. Я провязала 18 ряд и развешала маркеры. 19 ряд. В 19 ряду вдоль линии реглана я буду делать прибавление. Довязала до маркера. Прибавление буду делать петелькой. Значит, петельку буду располагать так, чтобы ниточка шла к маркеру и находилась выше, сверху нижней ниточки. Вот таким образом. И подтянуть нужно петельку. Перекидываю маркер и провязываю линию реглана лицевыми петлями. Перекидываю маркер. Делаю прибавочку. Значит, ниточка, которая смотрит на маркер, должна быть сверху. Вот так. И подтянуть.
Дальше вяжу лицевыми петлями до следующего маркера. Петельку располагаю так, чтобы ниточка, которая смотрит на маркер, была сверху. И подтягиваю. Перекидываю маркер. Линию реглана провязываю лицевыми петлями. 2 лицевые петли. Петельку располагаю так, чтобы ниточка, которая идет к маркеру, была сверху. И так вяжу до конца ряда. До конца ряда. 20 ряд. 20 ряд вяжем лицевыми петлями, кроме линии реглана. 2 петли линии реглана вяжем изнаночными петлями. Прибавочная петля за переднюю стеночку. Перекидываю маркер. 2 петли линии реглана провязываю изнаночными петлями. Перекидываю маркер. Прибавочную петлю провязываю лицевой петлей за переднюю стеночку. И так вяжу до конца ряда. До конца ряда. 21 ряд. В 21 ряду и во всех нечетных рядах делаем прибавки вдоль линии реглана. Делаю прибавочку, перекидываю маркер. Дальше вот 2 петли линии реглана, ввожу спицу во вторую петлю, оттягиваю, чтобы было удобнее вести. Захватываю ниточку и провязываю лицевой петлей. И пропускаю вторую петельку через первую. Получилось как бы крест-накрест. Перекидываю маркер, делаю прибавку петелькой и дальше вяжу до следующего маркера. Делаю прибавочку перед маркером, перекидываю маркер, ввожу спицу во вторую петлю реглана, немножко ее
натягиваю и ввожу слева направо спицу, слева направо и провязываю. Так, секундочку. Так, и провязываю лицевой петлей. И так до конца ряда. До конца ряда. 22 ряд вяжем лицевыми петлями. По линии реглана вяжем изнаночными петлями. Изнаночными петлями между двух маркеров. Изнаночными петлями и изнаночными петлями. Еще раз повторю, что линию реглана мы с лицевой стороны вяжем лицевыми петлями, а с изнаночной стороны изнаночными петлями. Так, прибавочная петелька, я ее оттягиваю и провязываю за переднюю стеночку лицевой петлей. Значит, 2 петли линии реглана изнаночными петлями. И так вяжем до конца ряда. 23 ряд. Ниточка закончилась. Хочу показать, как я соединяю два конца ниточек. Но желательно, чтобы ниточка была подлиннее. Сейчас я распущу несколько петелек, чтобы ниточка была подлиннее. Беру иголочку и тупым концом иглы, тупым кончиком распушиваю конец нити. Здесь особо усердствовать не надо, аккуратненько. И конец или начало нового клубочка. Соединяю два конца, смачиваю в воде пальцы и начинаю вот так скручивать. Чтобы ниточки
переплелись хорошо, плотненько. И продолжаю вязание. Делаю прибавление петелькой, перекидываю маркер и провязываю 2 лицевые петли линии реглана. Делаю прибавление петелькой и дальше продолжаю вязать. И так до конца ряда. 24 ряд вяжем самостоятельно. По линии реглана изнаночными петлями, остальные петли провязываем лицевыми петлями. 25 ряд. Ряд провязываем, как и прежде провязывали нечетные ряды, то есть делаем прибавление вдоль линии реглана, но в самой линии реглана перекидываем петельки, меняем местами, перекидывая вторую петлю через первую петлю. Делаем прибавление перед маркером. Оттягиваю вторую петельку. Провязываю лицевой петлей и протягиваю через первую петельку. И так вяжу до конца ряда. То есть по линии реглана мы перекидываем петли. Провязала я 25 ряд. Значит, перекидывание или смена местами петель, как я иначе называю, по линии реглана через нечетный ряд. Через нечетный ряд. То есть ряд провязали, перекинули, потом снова провязали нечетный ряд. И в следующем нечетном ряду делаем перекидывание. То есть получается через 3 ряда. 26 ряд. 26 ряд сейчас будем вязать петлю под пуговицу. Провязываем вторую петельку. И вот эти петли меняем местами. Провязываю 3 петли на спице, и следующие петли мы будем провязывать по 2 петли, то есть закрывать 3 раза. Раз, два и 3. Теперь вот эту петлю поменяем местами с этой петлей. Аккуратненько я снимаю, надеваю на спицу петлю и возвращаю на место. Вернее, на спицу одеваю. И вот эту петлю возвращаю на эту спицу. И провязываю лицевыми петлями.
И дальше провязываем, как обычно вязали, лицевыми петлями, а по регланной линии 2 петли провязываем изнаночными петлями. Провязываем дальше. 27 ряд. Вяжем до начала петельки для пуговицы. Так, 27 ряд. Довязываю до петли для пуговицы. Сейчас я буду набирать 3 петли, которые я закрыла, с помощью петелек. С помощью петелек. И хорошо прижать петлю к спице. 2. Хорошо натягиваем. И 3. 3 петельки вернули на место. Значит, следующую петлю провязываю за заднюю стеночку. Разворачиваю. Двадцать 28 ряд. Третью петельку я провяжу за заднюю стеночку. Это только сейчас. Дальше 3 петли, набранные петлями, провязываю за переднюю стеночку. Раз. Нужно немножко оттянуть, чтобы можно было свободно спицу ввести. 2. И 3. Следующую петельку, это 7-я петля получается, я провяжу за заднюю стеночку. Дальше вяжем, как и раньше вязали. Лицевыми петлями, а линию реглана провязываем изнаночными петлями. Вяжем до конца ряда. Вяжем до 44 ряда. В 44 ряду мы будем вязать петлю для пуговицы. Еще раз напоминаю, вдоль линии реглана по обе стороны мы делаем прибавочки, а линию реглана перекидываем петли через 3 ряда. Через 3 ряда. Перекинули, через 3 ряда еще раз перекинули. Вяжем до 44 ряда. Так, провязала я 69 рядов. Значит, первая петелька у нас, мы начали вывязывать первую петлю на 8 ряду, вторую на 26 ряду, третью петлю на 44 и четвертую петлю на 62 ряду. Еще я провязала плюс 7 рядов, то есть остановилась на 69 ряду, то есть провязала 69 рядов. Получается от петли до петли 18 рядов. От петли до петли 18, от петли до петли 18 рядов. Значит, петли перенесла на дополнительные спицы. Это полочки на дополнительную спицу, вторую полочку на дополнительную спицу, рукава на дополнительную спицу, первый и второй рукав. И, соответственно, спинка у меня на рабочей спице. Спинка на рабочей спице, на спице, которые я вяжу. Так, сколько петель где у меня находится? Значит, на полочке 44 петли, на одной полочке 44 петли, 44 петли, на второй полочке 44 петли, на рукаве 69 петель. Значит, петли я располагала каким образом?
Смотрите, на спицы я переносила, то есть линия реглана, одну петлю линии реглана я на полочку перенесла, а вторую петлю реглана я перенесла на рукав. Здесь то же самое. Значит, одну петлю линии реглана перенесла на спинку, ой, вернее, на рукав, а вторую петлю реглана на спинку. Значит, рукав 69 петель, спинка 80 петель. Так, на схеме сейчас я покажу, чтобы было еще более понятно. Значит, вот у нас рукава, 2 полочки, спинка. Значит, на двух полочек по 44 петли, на рукавах 69 и на спинке 80 петель. Линию реглана я покажу схематично. Вот 2 петли линии реглана, 2 петельки, я распределяла вот таким образом. Плюс 1 петля, плюс 1 петля. То есть 1 петля линии реглана ушла на спинку, другая петля ушла на рукав. И здесь то же самое. Значит, после того, как я провязала петлю 4, я провязала еще 7 рядов. То есть закрыла петлю и провязала еще 6 рядов. Получается 7 рядов. Далее спинка. Я провяжу 6 рядов. Провяжу 6 рядов спинки. Провязала я 6 рядов. Теперь я буду вязать спинку и 2 полочки. Петли рукава у меня на вспомогательной спице. Дальше я перехожу на полочку. Но дополнительно я проведу такую манипуляцию. Я крайние петли поменяю местами. Значит, это у меня спинка, это у меня полочка. Крайние петли меняю местами, крест-накрест. Так, эту петельку я провяжу, а эту надену на спицу. И дальше вяжу лицевыми петлями до конца полочки. Далее вяжу до конца полочки. Провязав до конца полочки, переворачиваю изделие и вяжу лицевыми петлями до конца спинки. Так, довязала до конца спинки. Петли рукава на вспомогательной спице. Значит, петли спинки соединяю с петлями полочки. Точно таким же образом перекидываю, меняю местами петельки. И провязываю.
Так, вот эту петельку, чтобы она сидела поплотнее, я скрещиваю. И хорошенько ее прижимаю к спице. Далее до конца полочки провязываю лицевыми петлями. До конца. На круговых спицах у меня сейчас петли двух полочек и спинки. Все ряды я буду вязать также лицевыми петлями. Значит, провязано на высоту 4 петель от последней петли 4 до края, который я провязала, высоту, которую я провязала, сейчас я измерю. Так, от 4 петли до края 28 сантиметров. 28 сантиметров, то есть от нижней петли 4 петли до края 28 сантиметров. Значит, линия реглана у меня связана узором. Узор состоит из 2 петель. Значит, рисунок перекид повторяется через 3 ряда. Вот точно такой рисунок я повторю в нижней части жакета. Только он будет идти подряд. И раппорт этого рисунка будет состоять из 3 петель. Одной изнаночной и 2 лицевых петель. Так, сейчас на спице у меня 168 петель. 168 петель. Значит, минус 2 кромочные. Это я рассчитываю, сколько раппортов у меня будет по нижней части жакета. Минус 2 кромочные петли. Минус 2 кромочные. Это вот этих петельки. Минус 2 кромочных. Это получается 166. Я поделю на 3 петли раппорта. Значит, 166 на 3. 5, 15, 16, 5. Остается в остатке 1 петля и плюс 1 петля. То есть по итогу начало 1 кромочная в начале, 1 кромочная в конце. Далее идет изнаночная петля, 2 лицевых, изнаночная и так далее. Раппорт из 3 петель. 3 петли раппорта. Раппорт. Далее, далее, далее. Значит, раппорт заканчивается. Это минус, извините, изнаночная петля, 2 лицевых. И перед кромочной петлей должна быть изнаночная петля. Вот это последняя изнаночная петля перед кромочной петлей. Это и есть вот эта петелька в остатке. То есть у нас получается 55 раппортов по низу. 55 раппортов рисунка. Значит, еще раз. Сейчас я буду вязать ряд следующий и провязывать рисунок, который будет состоять из 3 петель. То есть в ряду будет 55 раппортов рисунка. По горизонтали раппорт рисунка состоит из 3 петель. По вертикали 4 ряда. Значит, первую снимаем как изнаночную, как кромочную петлю. Дальше провязываем изнаночная петля. Далее 2 лицевых петли. Это первый раппорт рисунка. Изнаночная петля. Далее 2 петли лицевых. Это второй раппорт рисунка. И так дальше. Значит, высота, раппорт по высоте рисунка будет состоять из 4 рядов.
Вяжем до конца. Значит, вот кромочная петля. Перед кромочной петлей, если вы не просчитались, должна быть изнаночная петля. Вяжем до конца ряда. До конца ряда. Так, ну и заканчиваю. Значит, провязала 2 лицевых. Заканчиваю изнаночной петлей. Начинали ряд с кромочной, дальше шла изнаночная. И заканчиваем изнаночная и провязываем кромочную петлю. Далее следующий ряд вяжем по рисунку, лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными петлями. Лицевые над лицевыми петлями, изнаночные над изнаночными петлями. И так вяжем до конца ряда. Вяжем по рисунку. Так, провязала я 2 ряда рисунком. В третьем ряду я буду перекидывать вторую лицевую петлю, накидывать вторую лицевую петлю на первую. Так, изнаночная петля. Далее оттягиваю вторую лицевую петлю и провязываю вторую лицевую петлю и накидываю на первую лицевую петлю. Провязываю. Далее следующий раппорт. Изнаночная петля. Оттягиваю вторую лицевую. Провязываю лицевой петлей и накидываю на первую лицевую. Вообще высота раппорта 4 ряда. Здесь я немножко нарушила. То есть в третьем ряду я начала перекидывать петли. Дальше я 3 ряда провяжу лицевыми. И в четвертом ряду я буду вот так же перекидывать петельки вторую лицевую, накидывать на первую лицевую. Дальше я буду провязывать 4 ряда следующего раппорта. Провязала 2 ряда раппорта. Последний ряд второго раппорта, это с изнаночной стороны получается, я закрываю петли. Значит, еще раз. Провязала раппорт целый, провязала первый раппорт, второй раппорт. И последний ряд второго раппорта, это получается изнаночная сторона, я провязываю, я закрываю петли. Закрываю петли, провязывая по 2 петли вместе лицевой петлей. 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, вернула на место. Еще 2 петли захватываю 2 петли следующих, провязала, петлю возвращаю на место. Значит, 2 петли вместе провязала одной петлей. И эту петлю вернула на место. 2 петли вместе провязала одной петлей. И эту петлю вернула на место. И так до конца ряда. Так, на спице осталось 3 петли последних. Провязываю 3 петли вместе одной петлей. И обрезаю ниточку. Вот такой край должен получиться. Конец ниточки я прячу, как обычно, в косичку.
Но дальше ниточку нужно зафиксировать, кончик. И обрезать. Один рукавчик я уже связала. Вот так он выглядит. Будем вязать второй рукав. На круговой спице у меня 69 петель. 69 петель. Сейчас я по спинке, по вот этой прямой, наберу 8 петель. Самые ближние петельки, ну, произвольно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, возьму вот эту петельку, 7 и вот эту 8. Так, вот здесь разрыв получился большой, поэтому я возвращаюсь, наберу это 6, 7 и вот эту петельку захвачу поближе к вот этой петле 8. Значит, сейчас у меня на круговых спицах 77 петель. Беру вот такую спицу, коротенькую, она 40 сантиметров в длине, бамбуковая. Диаметр спицы 6 миллиметров. И буду вязать по кругу. Буду вязать по кругу лицевыми петлями. Вот это изнаночный ряд, поэтому сейчас я начну вязать лицевыми петлями по кругу, чтобы не нарушить рисунок. Значит, еще раз, это у меня изнаночный ряд, соответственно, сейчас я буду вязать лицевыми петлями. Сейчас захватываю, чтобы закрепить хвостик, захвачу 2 ниточки, то есть рабочую нить и хвостик. Одновременно захвачу. Все, теперь хвостик отставляю в сторону. И провязываю по кругу лицевыми петлями. Довязала до конца, вешаю маркер. Маркер означает начало следующего ряда. Сейчас я вязала лицевыми петлями, соответственно, следующий ряд буду вязать изнаночными петлями. Значит, в этом ряду я должна убавить 5 петель. То есть 77 петель минус 5 будет 72 петли. Убавление делаю в начале. 2 петли провязываю
Так, 2 петли провязываю вместе одной изнаночной петлей. Раз, первое убавление. 2 петли провязываю изнаночной петлей. Второе убавление, вернее минус 2 петли. Третий раз 2 петли провязываю изнаночной петлей, минус 3 петли получается. И четвертый раз 2 петли провязываю изнаночной петлей, получается минус 4 петли. И еще раз минус 1 петля, то есть минус 5 петель получается. Раз, два, три, четыре, пять. 5 петель я убавила. И далее до маркера провязываю изнаночными петлями. И так дальше. Сейчас пересчитала петли, у меня их оказалось 73, а должно было 72. То есть, когда я набирала по спинке петли, я набрала не 8 петель, а 9 петель. Поэтому, соответственно, мне нужно убрать еще одну петельку. Ну, так бывает. Поэтому петельки нужно пересчитывать обязательно. Так, тогда я вот эти 2 петли провяжу вместе изнаночной петлей, то есть я уберу еще одну петлю. Тогда у меня на спицах будет 72 петли. На спице у меня сейчас 72 петли. Еще раз, здесь ошиблась. Я набрала вместо 8 петель 9 петель по спинке. Поэтому я сейчас убрала 9-ю, так сказать, петлю лишнюю. Здесь убрали 5 петель, минус 5, и минус 6-я это в конце получается. Так, сейчас на круговых 72 петли. Перекидываю маркер. Чтобы не случилось так, что у нас один рукав может оказаться длиннее другого, так бывает, если ошибаешься в подсчете рядов, нужно обязательно проконтролировать. Я взяла точку контроля, это от начала рисунка линии реглана. Вот смотрите, вот идет изнаночный ряд, вот такой вот рубец над лицевыми петлями, вот идет изнаночный ряд. Я от него начинаю считать, то есть его считаю включительно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33. То есть 33 изнаночных ряда. 33 изнаночных ряда. Изнаночные ряды считаются легко, поэтому я взяла их чтобы проконтролировать количество рядов. Значит, последний 33 изнаночный ряд, и я начинаю по кругу вязать узор. Значит, соответственно, я вам показала первый ряд, как я вязала. Значит, второй ряд, как я вязала. А далее нужно провязать ровно столько, чтобы закончить, то есть 30, на 33 изнаночном ряду. Вот отсюда отсчитываем, вот от этого изнаночного ряда. И провязываем до 33 изнаночного ряда. Я так ориентируюсь. Значит, 33 изнаночный ряд провязали, точка отсчета вот отсюда. Изнаночный ряд, изнаночный, 33 изнаночный ряд, их хорошо видно. Вот. И потом далее я покажу, как я начинаю вязать узор. Значит, вязать я буду рисунком. Это тем рисунком, который вот регланная линия, низ жакета. Значит, рисунок раппорт состоит из 3 петель. Сейчас у меня на спицах 72 петли, делю на 3. По 2 берем 6, 12, 4, то есть 24 раппорта. Так, начинаем вязать. Первая петля изнаночная,
2 петли лицевые. Первый раппорт, второй раппорт, изнаночная петля, 2 петли лицевые. Следующий раппорт, изнаночная петля, 2 петли лицевые. И так вяжем по кругу. Изнаночная петля, 2 петли лицевые, изнаночная, 2 петли лицевые. И так по кругу до конца ряда. Так, следующий ряд. Следующий ряд вяжем по рисунку. Изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. Изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. Вяжем по рисунку. И так до конца ряда. Так, следующий ряд. В следующем ряду я буду набрасывать вторую лицевую петлю на первую. Но здесь получается у меня неполный раппорт по высоте. Это я буду сейчас провязывать, получается, третий ряд. А раппорт по высоте вообще должен быть из 4 рядов. Ну вот это как раз первый неполный раппорт по высоте, первый. А дальше буду вязать уже, как говорится, по всем правилам. Значит, лицевую петлю я, как и раньше, немножко оттягиваю и провязываю. И накидываю, одеваю на первую петлю. Изнаночная. Лицевую вторую немножко оттягиваю, провязываю лицевой и накидываю на первую петлю. Провязываю лицевой. Далее провязываю изнаночную петлю, оттягиваю лицевую вторую петлю, провязываю и накидываю на первую лицевую и первую провязываю лицевой петлей. И так до конца ряда. Далее 3 ряда я буду вязать по рисунку. Изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. 3 ряда последующих я буду вязать по рисунку. Изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. То есть раз провязала, второй раз провязала и третий раз провязала. Дальше я буду перекидывать вторую петлю через, накидывать вторую петлю на, ну, вязать по рисунку. Так, следующий ряд. В следующем ряду я буду накидывать вторую петлю лицевую на первую. И так до конца ряда. Далее провязываю 2 ряда по рисунку. 2 ряда провязываю по рисунку. То есть изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. Раз провязали и второй раз провязали. Маркер можно убрать. И последний ряд — это закрытие петель. Петли я буду закрывать изнаночной петлей. 2 петли вместе буду провязывать изнаночной петлей. Возвращаю петлю на место. И еще раз захватываю 2 петли, провязываю изнаночной петлей, петлю возвращаю на место, снова захватываю 2 петли, провязываю изнаночной петлей,
И так до конца ряда. Закрываем петли изнаночными петлями. Провязываем 2 петли вместе. Так до конца ряда. Все, второй рукав готов. Сейчас я покажу, как я буду обвязывать заготовки. Заготовками я называю пуговицы. Они будут внутри. То есть это обыкновенная пластиковая пуговичка. Диаметр пуговицы 2 сантиметра. 2 сантиметра. 4 заготовочки понадобится. Маркер. Крючок я беру диаметром 3 миллиметра. Ножницы, ну и пряжа. Беру ниточку, делаю вот такую петельку, кончик нужно взять покороче, вставляю крючок и провязываю 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Значит, крючок диаметром 3 миллиметра вяжем свободно. В первую петлю вставляю крючок, захватываю ниточку и первую петлю провязываю через вторую. Получаем колечко. Значит, через это колечко я буду провязывать 9 столбиков. Первый столбик, столбик подъема с помощью петли подъема. Значит, далее вставляю крючок в колечко, протягиваю ниточку и провязываю второй столбик. Так, минуточку. Значит, на первый столбик я сейчас накину маркер. Чтобы было понимание, где заканчивается ряд и начинается второй. Так, первый столбик. Дальше провязываю, вставляю крючок в колечко, провязываю второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик. Шестой. Седьмой. Восьмой. И 9. Провязала 9 столбиков. Маркер убираю. Надеваю маркер на петлю. Это конец ряда. Дальше смотрим. Вот идет петля основания. Верхняя стеночка петли и нижняя стеночка петли. Или ближняя и задняя. Значит, вставляю, буду в каждую стеночку провязывать по столбику. Вставляю крючок под... Сейчас предварительно оттяну, чтобы было удобнее провязывать. И через каждую стеночку провяжу по столбику. Раз столбик и через нижнюю стеночку. Через нижнюю стеночку провязала 2 столбика. Дальше в следующую петлю основания под петлю просовываю крючок, захватываю ниточку
и провязываю третий столбик. В следующую петлю основания, под следующую петлю просовываю крючок, протягиваю петлю и провязываю столбик. 4 столбика я провязала. Дальше начинаю заново отсчет следующей петли основания. Через эту петельку я дважды провяжу 2 столбика, то есть через переднюю стеночку и через заднюю стеночку. Раз. И через заднюю стеночку. 2. Дальше следующая петелька основания. Под петлю ввожу крючок, протягиваю ниточку и провязываю столбик. 3. Под следующую петлю вставляю крючок, протягиваю петлю и провязываю столбик. 4. Снова начинаю отсчет. Следующая петля основания. Через эту петлю дважды протягиваю столбики через верхнюю стеночку и через нижнюю. Или переднюю, или заднюю. И нижнюю стеночку провязала. 2. Под следующую петлю протягиваю ниточку и провязываю столбик. 3 и 4. Значит, вот маркер надет на петельку, я маркер убираю, и в эту петельку я еще раз провяжу 1 столбик. Провязал. Обрезаю ниточку. Ниточку обрезать нужно покороче. Протягиваю нить. Значит, смотрим, вот идет косичка. Вот хорошо видна петля. Под эту петлю я просовываю крючок, захватываю ниточку и протягиваю под петлю. Протянула. Дальше. Вот эта петля, из которой выходила ниточка, внутрь я вставляю, этой петли вставляю крючок. Захватываю ниточку и протягиваю. И получается по окружности петли основания идут ровненько. Вот такую заготовочку, вот такая заготовочка получилась. Значит, вот эту ниточку нужно закрепить. Протянула петлю и через эту петлю еще раз протяну ниточку и ее закреплю. Кончики можно не прятать, потому что они спрячутся внутрь пуговицы. Значит, заготовочка готова. Вот такая она должна получиться. Это получается верхняя часть пуговицы. То есть она будет идти сверху. Так. Теперь я покажу, как начать вязать нижнюю часть пуговицы, которая будет находиться под пуговичкой. Разница состоять будет лишь в том, что конец нужно оставить подлиннее. И вот этим концом я буду привязывать пуговицу к полотну жакета. Делаю петельку, набираю также 4 петли. И продолжаю вязать точно так же, как и вот эту заготовочку. То есть возвращаемся в начало вязания
вот этой заготовки и провязываем точно так же. Еще раз повторю, разница между вот этой заготовкой — это верхняя часть пуговицы, и следующей заготовкой — это нижняя часть пуговицы. Это мы оставляем сразу длинный хвостик. Ну вот, две заготовочки готовы. Значит, вот этот хвостик нужно вытащить на лицевую сторону. На лицевую сторону. Далее беру пуговицу, кладу верхнюю часть заготовки. И сейчас буду соединять два края, нижней и верхней части заготовки. Для этого мне нужно закрепить ниточку. Здесь произвольно можно. Вот эту ниточку мне нужно закрепить, которую я буду вязать, соединять. Все, закрепила. Так, ниточку я закрепила. Значит, пуговица должна находиться между двумя заготовочками. Так, это нижняя часть заготовки. Вот хвостик выходит. Так, вот верхняя часть заготовки. И мы верхнюю часть заготовки расположим при обвязывании сверху обязательно. Значит, буду соединять два края. Ну, пластиковую пуговицу можно пока убрать. Главное, не забыть ее поставить. И начинать вязать без пуговицы. Ввожу крючок в петлю основания первой заготовки верхней. Дальше вывожу в противоположную петлю основания второй заготовки. Ввожу в петлю основания. Захватываю ниточку и протягиваю. Дальше в следующую петлю основания верхней заготовки ввожу крючок. Ввожу крючок в следующую петлю основания нижней заготовки. Захватываю ниточку, протягиваю. И первую петлю протягиваю через вторую. Дальше ввожу крючок в следующую петлю. Ввожу крючок в следующую петлю нижней заготовки. Протягиваю. И первую петлю протягиваю через вторую. Ввожу крючок в петлю, в следующую петлю основания верхней заготовочки. Ввожу крючок в петлю основания нижней заготовочки. Протягиваю нитку. И первую петлю протягиваю через вторую. И так по кругу. Так, вставляем пуговку.
вовнутрь. Продолжаем вязать по кругу. Так, все до конца довязала. Обрезаю ниточку, протягиваю. Так, вот здесь надо внимательно посмотреть, где у нас идет цепочка. Вот она. Вставляю в петельку крючок, протягиваю ниточку. И вот откуда, из какой петли выходила вот эта ниточка, вставляю крючок. Ну, чтобы у нас получилась цепочка основания ровненькая. И протягиваю. Так, чтобы лучше закрепить, я еще раз протяну под цепочкой ниточку. Вот так. Ну, здесь тоже произвольно, чтобы закрепить ее, чтобы она не вылезла. Чтобы этот кончик не вылез. Ну, все, я считаю, достаточно. Так, и крючок ввожу вовнутрь, захватываю ниточку, кончик ниточки и прячу вовнутрь пуговки. Вот такая пуговка получилась. Вот таких пуговиц нужно связать 4. Следующий этап вязания — это обвязка по краю первой полочки, затем продолжение обвязки воротника стоечки по контуру, и дальше выход на вторую планочку и до конца. Начну я с уголка. Значит, крючок у меня 4,5 в диаметре. Плохо видно. 4,5 крючок. Значит, вот косичка по краю идет. Вот она, ее хорошо видно. Я буду каждый раз вставлять крючок и захватывать нитку под петельку косички. Ввожу крючок под самую нижнюю петлю. Захватываю ниточку. Протягиваю. Хвостик оставляю в сторону. Ввожу в следующую петлю. Вот она хорошо видна. Крючок, захватываю ниточку. И первую нить протягиваю через вторую. На крючке одна петелька. Ввожу под следующую петельку крючок, захватываю ниточку и первую протягиваю через вторую. Ввожу крючок в следующую петлю, протягиваю ниточку и первую протягиваю через вторую. И так дальше.
Для чего я делаю обвязку? Для того, чтобы край был плотный, чтобы он сильно не растягивался. Так, и так я буду вязать до вот этого места. Это у меня пошел воротничок, стоечка вот до этого места. Так, выхожу на закругление уголочек. Также провязываю, ввожу под петлю крючок и провязываю. Под каждую петельку ввожу крючок и провязываю. Так, здесь у нас косички нет. Здесь у нас косички нет. Но вот если внимательно присмотреться, вот это вот петельки, вот раз, два идет, и хорошо видно вот эти петельки. Вот я под каждую эту петельку буду вводить крючок. Не под косичку, петлю косички, как это я делала здесь, а под каждую вот такую петельку. Ввожу крючок под петлю. И первую протягиваю через вторую. Следующую вот она идет. Протягиваю петлю и провязываю. Ввожу в следующую петелечку, захватываю ниточку и протягиваю. И следующую. И так до конца. Вот, когда я выйду на противоположный вот этот вот скошенный уголочек с той стороны, вот с этой стороны, я уже не буду показывать, как я это делаю. То есть я буду провязывать как и тот уголочек. Вот здесь тоже идет косичка. Вот она. То есть буду вводить крючок под косичку. Это уже идет вторая планочка. И до конца, до низа. Так, вот такой край воротника получается. Так, довязала я до второй половинки, до низа второй половинки переда. Значит, хвостик, как всегда, я прячу в косичку. Но перед этим надо зафиксировать, чтобы все равно не вылазил. Я фиксирую, то есть еще раз протягиваю через петельку. Так, зафиксировала и прячу в косичку хвостик. Ну, по-моему, я уже в этом мастер-классе показывала, как я это делаю. Честно говоря, не помню. Ну и так дальше. Значит, после того, как я обвязала края по контуру, нужно обязательно проделать вот такую манипуляцию, посмотреть по натяжению. То есть первая половина полочки совмещаю со второй половиной полочки или переда, первую половину переда совмещаю со второй половиной переда, воротничок. И это все, два полотна я буду натягивать. И посмотрю, одинаковое натяжение. Но нужно, чтобы одинаково по длине растягивалась и одна половинка, и вторая. И если не одинаково растягивается, значит, нужно перевязать. Потому что бывает так, что когда провязываешь, где-то с большим натяжением провязал, где-то дал слабину. Поэтому такое дело. Обязательно нужно совместить два края и натянуть.
натянуть, чтобы натяжение было равное. Буду рада, если мое видео было вам полезно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Творческих вам успехов!